Шабаней! Равно. Гипс! People Baringo. Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. Сегодня нам предстоит обустроить квартиру для студентов-мужчин, ну точнее какое-то типа маленькое мужское общежитие из квартиры. Мне кажется, я, кстати, уже строила что-то подобное именно в этой квартире, и, собственно говоря, мне захотелось вернуться. Там, по-моему, такая была гендерно-нейтральная типа территория, такая более как-то... Короче, здесь у нас одни мужчины, причем я сделала так прям очень стереотипно. Я пошла по всем стереотипам, поэтому вначале у нас появился настольный футбол, у нас есть большой телек, есть приставки, есть бардак на кухне, и кухня, в принципе, как таковая отсутствует, то есть нормальное такое, ну, как бы все необходимое есть, то есть плита, раковина, она, вот, собственно говоря, появится два столика, ну, точнее, тумбочки для готовки есть даже стол, типа стол, в смысле того, что обеденный стол, вот, в общем, все типа необходимое есть, но очень так, как бы все стереотипно, все очень так разномастно, типа немножечко бардака, ну так не сильно бардака на этот наделала, короче, не так уж сильно, то есть они такие более-менее нормальные, но у них все не супер-пупер обустроено, потому что, в принципе, это не нужно. Для жизни достаточно, я им не поставила холодильник, вот сейчас я понимаю, как обычно, короче, как обычно. Я регулярно на кухне что-то забываю, вот реально. Это какой-то кошмар у меня, это прям моя личная боль, мое личное какое-то такое забывашка, просто какой-то кошмар. Ну, собственно говоря, там есть место, где можно поставить этот самый холодильник, например, убрав один из шкафов на кухне, который там единственный, собственно говоря, он единственный там стоит. Ну, в общем, что-то можно придумать. Ну, короче, я как обычно. Ну, бывает у меня такое, что именно почему-то с кухней у меня какая-то беда. Я регулярно что-то туда забываю поставить. То есть что-то прям такое жизненно необходимое забываю поставить. Я не знаю, с чем это связано. Это вот какая-то моя личная фишка. Что-то такое я забываю поставить. Но ладно. Они переживут, они будут заказывать пиццу. Я думаю, что так и будет. Бесконечно. Кстати, на самом деле, заказывать пиццу в Симсах очень даже выгодно. Я не знаю, можно ли ее положить в холодильник, потому что я не могла это проверить. Вот почему, кстати, я не смогла это проверить. Вот, можно ли ее положить в холодильник, потому что там очень много порций, и она очень недорогая, получается всего 25 симулеонов, а поесть там может очень много людей. Я чуть не помню, сколько там порций, но там больше 8 получается. То есть очень выгодная на самом деле штука, она достаточно быстро приезжает, так что можете взять себе на заметочку. Если вам нужно, не знаю, на вечеринку что-нибудь такое приготовить, но вы не хотите сильно раскошеливаться, можете заказать пиццу. Это, в принципе, и в жизни работает, и в Симсах работает. И получается, что в квартире одна такая типа общая комната, где чуть-чуть кухни, чуть-чуть зала, чуть-чуть столовой, чуть-чуть игровой, ну, короче, все вместе на самом деле. Небольшой коридорчик, который расставляет, ну, короче, дает доступ к комнатам жилым, и всего одна ванная комната. Я думаю, это как бы логично, что, скорее всего, одна ванная комната. И живет там, кстати, целых 7 человек. Да, вот так вот они достаточно легко поместилось. Спасибо двухъярусным кроватям. Они прям очень сильно в тему в этой постройке. И вообще, в принципе, они очень даже спасают. Вот. В общем...
Одна ванная, которая вообще никак не заставленная, она очень-очень простая, максимальная, то есть душ на полу, унитаз и раковина, все, больше там ничего нету. То есть никаких там украшалочек, мочалочек, полочек, ничего такого нету, что было бы, я думаю, все-таки у девочек. А так как я вот, как я вначале сказала, очень по стереотипам пошла, все очень просто. Каждый приходит со своим полотенцем, и на этом как бы все. Ну, максимум там гель для душа он берет или мыло. Вот, но это уже каждый свое, чтобы никто ничем не пользовался, потому что на самом деле я типа сделала такую, ну как я всегда на самом деле, когда я делаю подобные постройки, делаю небольшую иерархию между комнатами, потому что я делаю что-то достаточно такое крутое, потом достаточно среднее и достаточно низкое по арендной плате, типа вот, чтобы они могли типа по-разному платить свои деньги, вот, то есть там есть одна комната, ну скоро она обустроится со временем, как я говорю, одна комната там, где поклеены типа газеты на стены. Это на самом деле самая крутая комната, хотя она самая такая темненькая, с единственным крошечным окном, которое завешено. В общем, там будет один персонаж жить у нас, музыкант, он типа, ну как бы он студент, он музыкант, он весь такой крутой и пафосный, зато у него двухспальная кровать, она ужасная, но двухспальная, и он один в комнате. Как бы это, в этом вся привилегия, он платит больше всех. Потом в соседней комнате с двумя большими окнами у нас живет такие середнячки, у которых такая очень, на самом деле, смешная комната получилась, потому что она очень такая аккуратненькая, очень чистенькая, очень опрятненькая, с голубыми, по-моему, что-то такое, типа, ну, не знаю, серо-голубые какие-то там шторочки, обойки, что-то такое, в общем, очень опрятненькие, в общем, товарищи. И там, кстати, живет товарищ с голубым ирокезом, который был в начале. Если вы его рассмотрели, вот он и товарищ в кепке там живет. И последняя комната у нас самая густонаселенная, потому что там 2 двухъярусных кровати, соответственно, там целых 4 человека. То есть в одной комнате у нас 1 персонаж, в другой комнате 2 персонажа, в третьей комнате у нас 4 персонажа живет. Вот там самые такие отъявленные бюджетники живут, которые платят меньше всего. Они живут в маленькой комнате с единственным окном, но большое окно, им досталось самое большое окно. Вот, в общем, они там все вместе живут, у них... Я все время страдала от того, что никак не могла за письменный стол поставить 2 стула, типа 2 ноутбука, чтобы, ну, как бы, типа 2 рабочих места. Вот, когда у вас экономия места, это было бы удобно. Я все время психовала, что я не могу так сделать, только вот одно место. Потом я подумала, что я, конечно же, балда, потому что можно же всегда поставить обеденный стол обычный, который бывает в большем ассортименте даже, чем у нас вот эти вот письменные столы. И там можно поставить 2 ноутбука, 2 лампы и всего прочего, 2 стула. И, собственно говоря, у меня получилось наконец-то сделать это все и обустроить. У них целых 2 рабочих места. Всего получается там 4 человека, 2 рабочих места. Ну, так более-менее, может, как-то они там по очереди сидят, или часть из них сидит в библиотеке. Ну, я думаю, как-то они расположатся там, как-то у них что-то получится. Я надеюсь очень сильно, что у них все получится. Ну, в общем, вот такие вот у нас бюджетные места, очень много их, очень... Ну, мне кажется, все-таки 7 персонажей в такой квартирке, это надо было постараться, чтобы их расположить. Конечно, можно было бы еще больше, потому что, конечно, в комнату, там, где 1 чувак живет, можно было всегда подселить 2, поставить 1 двухъярусную кровать, как бы все бы поместилось, но я все-таки решила немножечко ранжировать все эти комнаты, немножечко так распределить их все, ну, чтобы было немножечко интереснее. Я надеюсь, вам понравилось это обустройство. Я думаю, что я уже пойду дальше строить следующую квартирку или домик, я еще не знаю, надо посмотреть. Хотя я после деревни, обустройства деревни немножко подустала, и я думаю, что пока что будут квартиры. Пока что домов не будет, потому что, мне кажется, я там проявила всю возможную свою и невозможную фантазию, и смекалку, все что угодно.
о построению, обустройству дома, ну, в смысле, обустройству участка, вот, мне это хватит на долгие-долгие времена, так что, наверное, пока будут квартирки. Не знаю, может быть, конечно, чисто женское построить такое общежитие, но не знаю, как-то не хочется прям строить розовое все и пушистое, потому что как-то, не знаю, мужское было прикольно, а вот такое стереотипично женское не сильно-то и хочется. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, у вас есть какие-нибудь интересные идеи, делитесь обязательно в комментариях, я почитаю, посмотрю, возможно, что-то и реализую. Все, мои хорошие, приятного просмотра, до следующих видео.